Привет, друзья! Очень действительно красивая задача. Мне она очень нравится. И я покажу одно из многих решений, которые я знаю. Дан квадрат ABCD. Внутри него взята точка К, такая, что получены углы в 20 и 25 градусов, и требуется найти величину угла альфа, угла АДК. Ну что ж, попробуйте сами решить эту задачу, чтобы оценить ее красоту, мощь, силу, а мы начинаем. Ну, давайте посмотрим, что можно сделать, найти там первым действием, к примеру. Я быстренько напишу эти буквы А, Б, С, Д, К. Скажу, что угол альфа нам нужно найти, его величину. Ну вот, конечно, первым шагом можно найти уголок вот этот, 90 градусов минус 20 градусов. Затем вот этот, 90 градусов, это прямой угол С нашего квадрата 65 градусов. Вот дальше что можно найти? Вот в четырехугольнике АКЦД можно найти еще угол К. Учитывая, что вот этот угол прямой, мы найдем угол АКЦ. Давайте сложим 90 градусов плюс 70 градусов плюс 65 градусов. Сколько мы получим? По-моему, 225 градусов. А потом от суммы всех углов четырехугольника вычтем 225 градусов. Получится 135 градусов. И вот сравнивая 90 и 135 градусов, мы приходим к выводу, что можно построить окружность с центром в точке D и радиусом, равным стороне квадрата DA и DC. Я сейчас это и сделаю. Итак, внимание, я строю окружность, и она, вообще говоря, пройдет через точки А и С точно. Но вот почему она пройдет через точку К, я объясню чуть позже. Но просто будем считать, что это пока так. Вот. Я вписываю вот такой четырехугольничек. Угол М – это вписанный угол в окружность. Произвольно беру точку М на окружности. А угол D центральный. Ну, а вписанный равен половине центрального. Вот это 45 градусов. Теперь смотрите на 45 и 135. Я напомню вам одну теоремку, хорошо? Вот такая теорема. Точнее, даже две теоремы. Если четырехугольник вписан в окружность, то сумма любых двух противоположных углов равна 180 градусам. Это свойство вписанного четырехугольника. Но есть признак, обратная теоремка, которая утверждает, что если у нас сумма каких-то двух противоположных углов четырехугольника равна 180 градусам, допустим, это угол 100 градусов, а это 80 градусов, сумма 180, значит, смело можно утверждать, что по признаку около этого четырехугольника можно описать окружность. Иногда формулируют в одной теореме со словами «тогда и только тогда». И вот теперь внимание, у нас 135 и 45 в сумме дают сколько? 135 градусов и 45 градусов дают 180 градусов. Следовательно, около четырехугольника А, К, С, М можно описать окружность. Ну, причем она совпадет с уже ранее построенной, поскольку около треугольника А, С, М можно написать только одну окружность. Это такова теоремка. Все. Итак, мы получаем треугольник АДК, у которого ДА и ДК – это радиусы. Это радиус. Давайте две черточки. И вот это радиус. Ну, заодно и это. Радиус этой окружности мы получаем равнобедренный треугольник АКД. АКД. И с легкостью находим то, что нужно. Вот это будет 70 градусов. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Это 65 на всякий случай. И теперь из треугольника возьму какой-нибудь зеленый цвет. АКД, который равнобедренный, мы найдем, зная 70 и 70, 140, 180 минус 140, 40 градусов. То есть угол альфа равен 40 градусам, и задача решена. Ответ 40, но я повторю, задача имеет много разных решений, очень хороша, красиво. Напишите, понравилась ли вам задача, и с наступающими праздниками. Спасибо тем, кто поставил лайк.
и подписан на канал. Это поддерживает нас здорово. Очень важно для нашего канала. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.